Ребята, привет! Делюсь последними новостями из жизни Лелуша, красивыми рекламными съемками, участием в интересных и не очень проектах и его интервью для китайских изданий. Если вам интересно, пожалуйста, продолжайте смотреть это видео, поставьте мне лайк за старание и, конечно же, подпишитесь на этот канал. Здесь я часто рассказываю о Лелуше и планирую это делать и дальше, пока он будет вызывать у вас интерес. Кстати, если вдруг вы не знаете, кто такой Лелуш, то есть русский парень Влад Иванов, как он прославился в Китае и стал крашем многих девчонок далеко за пределами Китая, переходите по подсказке в правом верхнем углу экрана и гляньте мое видео на эту тему. Ну что ж, начать мне хотелось бы с небольшого интервью Лелуша для Super L. Это китайская версия журнала Elle. Интервью уже можно найти в свободном доступе в интернете, на YouTube и даже с переводом. Поэтому я не буду на нем зацикливаться, лишь скажу, что Влад, то есть Лелуш, как всегда, немного суховато, без особого энтузиазма, а местами даже уклончиво отвечал на вопросы журналистов. Но это ничуть не повлияло на любовь и преданность его фанатов к нему, а наоборот, лишь подогрело интерес к его персоне. И как оказалось, есть что подогревать. Недавно Elle анонсировала выход документального фильма с Лелушем в эфир 29 июня. Так что не пропустите этот момент, а я со своей стороны постараюсь как можно быстрее перевести его и рассказать вам самые интересные факты, если такие, конечно, в фильме будут. Далее предлагаю вам глянуть знаковую рекламную съемку Лелуша для известного косметического бренда Kiko Milano. Почему знаковую? Потому что уж очень она запала в душу его фанатам, и бренд качественно подогревал интерес у аудитории. Сначала на своих ресурсах Kiko опубликовали Лелуша в тени, без каких-либо объяснений. Фанаты Лелуша узнали, затаили дыхание и стали выжидать дальнейших публикаций косметического бренда. Бренд не обманул и в скором времени публиковал видео и фото работы Лелуша одну за другой. Сделаю маленькое лирическое отступление и напомню, что Китай – это страна легких денег и славы и больших возможностей для всех белых лиц, то есть иностранцев. Поэтому, если вы когда-нибудь задумывались о работе в Китае, считайте это знаком. Я агент по легальному трудоустройству в клубной и развлекательной сфере Китая. Это именно та сфера, где не требуется опыт работы, особые профессиональные навыки или знания китайского языка. Работу может получить буквально каждая из вас. Так что не стесняйтесь, пишите мне в директ, и я с удовольствием подберу вам идеальную вакансию и трудоустрою в Китай. Возвращаемся к новостям из жизни Лелуша. Он успел сняться в роли приглашенной звезды на нескольких китайских телешоу, например, в этом. Эдакое шоу на выживание по-китайски, что скоро можно будет увидеть на экранах. Следите. Или в этом, где Лелушу для поднятия рейтингов пришлось даже станцевать что-то отдаленно похожее на хип-хоп. И, к большому удивлению, такие танцевальные способности буквально порвали зрителей шоу и фанатов Лелуша. Видео завирусилось, и, боюсь, Лелуша скоро станут приглашать на танцевальные баттлы. Также у Лелуша была очень красивая фотосъемка для китайской версии журнала Cosmopolitan. Несмотря на достаточно женственные образы, фанаты довольны его работой. Журнал определенно будет sold out. Еще я хотела бы отметить, что иногда складывается впечатление, что продюсеры Лелуша не очень перебирают рекламными предложениями и контрактами и заставляют его сниматься буквально везде, куда его приглашают. Вот, например, фрагмент из почти 3-минутного рекламного видеоролика для бренда мебели для котов. Точнее, даже не мебели, а когтеточек. Полное видео не вижу смысла вам показывать, думаю, суть вы увидели.
Ну а теперь перейдем к долгожданной для многих новости. Лелуш изменил цвет волос, или, я подозреваю, ему наконец позволили его продюсеры изменить цвет. Влад даже поделился этой новостью в своем инстаграм, и кажется, он правда рад таким изменениям. Мне, кстати, тоже кажется, что новый цвет ему больше к лицу, чем предыдущий, но интересно, что вы думаете по этому поводу и какой цвет вам нравится больше. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А чтобы вы вполне оценили новый цвет волос Лелуша, предлагаю вам глянуть его фотосессию для бренда Prada и новой мужской коллекции одежды весна-лето 2022. Также Лелуш диджейл на одном музыкальном фестивале, и, конечно, не обошлось без исполнения того самого дебютного русского рэпа «Джекпот». Каждый день совесть, каждый день вот я пустил захожу, чтобы выйти на взлет. Так и жить, я остался глоток. Я несу свой лайф, последнее, что вспомнил, это место. Каждый новый день пот, каждый день стресс, но увидай здесь, чтобы ты сидел без снов. Вода, поверь на меня, это твой шанс, это мой шанс. Real up for a luxury life, yeah. Real up for a luxury life, yeah. Что касается фанатов Лелуша, они по-прежнему поддерживают каждый его шаг в Китае, скупают всю продукцию, рекламируемую им, и, как говорится, с ним и в горе, и в радости. Рекламы с Лелушем на зданиях и бигбордах меньше не стало. И вообще непонятно, когда эта лихорадка по грустному русскому взгляду в Китае закончится. Ну и, ребят, напоследок, просто красивый Лелуш и красивая съемка. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока-пока!我会说俄语，等会儿让我想一下 ，Я тебя люблю， 是吗 Я тебя люблю， ？Я тебя люблю， 是什么？我爱你，我爱你。果然是。Я тебя люблю。谁教你？之前我在美国上学的时候有俄罗斯人。啊，那你的英文没有很好了。你现在还在跳舞、唱歌？嗯，马上出新歌了。你是单独的还是跟 solo 啊？我但是有的时候跟团队一起表演，只有一两句唱，然后就是在后面划水。对。